Война. День 278. Ситуация на фронтах. По данным блога Oryx, Россия уже потеряла более 40% танков, которые у нее стояли на вооружении до начала войны. Всего на вооружении у России было 3417 танков, из них только подтвержденные потери составляют 1353. Сейчас Россия расконсервирует старые танки, такие как Т-62, и они уже тоже пополняют список потерь. Но эти танки сильно уступают тем, что были на вооружении, как по техническому состоянию, так и по оснащению электроникой. Украинские бойцы отмечают, что россияне такие танки особенно часто просто бросают на поле боя, ибо те выходят из строя. Тем не менее, Россия все еще имеет превосходство в данном типе вооружений, хотя баланс сил постепенно смещается за счет поставки танков Украине с запада и большого количества трофейных, которых на сегодняшний день по данным Oryx уже более 500 единиц. Север. Украинский генштаб сообщает, что Россия в скором времени может перебросить свои войска с территории Беларуси на оккупированные территории Украины после того, как те закончат подготовку. Угроза нападения со стороны Беларуси хоть и сохраняется, но все же маловероятна, и информация на этот счет нагнетается с целью запугивания населения, а также сковывания части украинских войск для возможного сдерживания. Восток. На восточном направлении сейчас наиболее активные бои, как можно видеть на этой карте обстрелов. Красным отмечены места, где их было больше всего, а именно на Сватовском направлении, район Бахмута, Авдеевки и Угледара. На линии Сватово-Кременная россияне атаковали украинские позиции в районе Стельмаховки, но продвинуться не смогли. В районе Кременной российские войска преимущественно заняты обороной. На правом берегу Северского Донца, как бы привычно это ни звучало, но бои все там же, в районе Белогоровки, Спорного и Солидара. Наиболее тяжелая ситуация в районе Бахмута, где поля сражений напоминают кадры Первой мировой войны, с окопами, залитыми водой и ни единым уцелевшим деревом. Обе стороны там несут большие потери. Лишь за 2 дня у Украины на этом направлении сообщается о 500 раненых солдат. У российской стороны потери выше, так как их солдаты наступают на укрепленные украинские позиции. К тому же, это все визуально заметно, так как россияне даже не забирают тела своих солдат с поля боя. Кадры можно посмотреть у меня в Телеграме, ссылка на который есть в описании. Дальше ожесточенные бои в районе Авдеевки. В основном атакам сейчас подвергается Первомайская. В Марьинке продолжаются городские бои. Павловка остается спорной. Юг. Россияне продолжают обстреливать Херсон, а украинцы продолжают постепенно возвращать жизнь в город. Так сообщается о налаживании электроснабжения в городе, хотя покрытие пока не полное. Украинский генштаб сообщает о боях на Кинбургской косе, хотя никаких кадров оттуда мы не видели, и довольно странно, что генштаб об этом сообщает. Но в то же время это может быть давление на россиян, чтобы те держали там войска. Огромное всем спасибо, кто сбрасывает средства на покупку генератора, чтобы контент все так же регулярно выходил. Также спасибо всем, кто пишет адекватные комментарии, ставит лайки, не забывает подписываться и колокольчик тоже неплохо бы ставить.